Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Всего лишь 2 недели назад Всемирный банк, очень авторитетная финансовая организация, дала крайне оптимистичный прогноз по росту китайской экономики. 8,5% в этом году. Такому росту, конечно, остается только молча завидовать всем остальным странам. И, конечно, китайские СМИ полны очень позитивной статистики. Производство, продажи, перевозки транспорта, пассажирские, стройка. Все прекрасно развивается в Китае. И, как и говорили наши очень уважаемые эксперты, в том числе в России, по китайской экономике, Китай пройдет путь V-образного восстановления по латинской букве V, Victory. То есть от падения достигнет дна и восстановится к прежним показателям. И действительно так произошло, за исключением 2 таких небольших, в кавычках, показателей. Неделю назад Китайская ассоциация автомобильных производителей заявила о том, что за первую декаду июня падение производства автомобилей в Китае составило 36,6%. по отношению к ковидному 2020 году. То есть пробито второе дно по падению производства крупнейших автопроизводителей. Пока это первая декада, посмотрим, что будет в конце июня. Это сообщение, конечно, очень многие обсуждали. Я посмотрел дополнительно статистику по смартфонам. Это вторая такая важная отрасль. И там тоже крайне бедственное положение. Сокращено производство смартфонов на 32%, тоже по отношению к ковидному году. То есть и в смартфонах пробито новое дно. Что происходит? Действительно ли она восстановилась, эта экономика? Что с ней случилось? Что происходит? Какие причины для этого существуют? Ведь, кажется, пандемия побеждена. Китай не воюет с Тайванем, по китайским автозаводам не наносятся ядерные удары. Что происходит? Конечно, есть достаточно разные причины, которые пытаются объяснить это падение. А перед тем, как к этому ко всему подойти более детально, подробно это все рассматривать, прошу вас подписываться на канал, кто не подписался, ставить лайки, писать комментарии, что вы думаете, чем это закончится, рассказывать друзьям, делиться в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, и подписываться на Телеграм, где, в принципе, можно все это найти более детально, подробно, причем за несколько лет по истории поиска, очень удобно. По сути дела, хроника китайской жизни получается в моем Телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Начнем, конечно, с того, что это колоссальное падение производства автомобильной и производства автомобильной промышленности и производства смартфонов. Почему именно эти 2 отрасли настолько важны? Потому что они являются вершиной производственной цепочки промышленности. Можно еще добавить авиастроение, но в нем падение, как правило, не фиксируется на коротких промежутках, потому что процесс постройки самолета очень длительный, создание самолета. Автопромышленность и, соответственно, мобильные телефоны – 2 таких сектора, которые замыкают на себе очень-очень-очень много других отраслей. И падение в них, как правило, означает начало лавинообразного падения во всей экономике. Конечно, официальная причина никак не называется, но неофициально или в зарубежных СМИ, или в гонконгских СМИ указывается причина того, что в китайской промышленности резко не стало полупроводников, микрочипов, которые находятся и в пылесосе, и в компьютере, и в телефоне, и в баллистической ракете. То есть микрочип – это сердце любого электронного прибора сегодня. Это, по сути дела, основной компонент любой электроники и так далее. И с чем связано это падение производства микрочипов, и только ли оно влияет на производство автомобилей и производство, соответственно, смартфонов? И почему резко в мае не стало этих микрочипов, почему резко все это обозначилось в мае?
основной производитель микрочипов в мире – это маленький остров Тайвань с населением 27 миллионов человек. Там производится 92-94% всех микрочипов в мире. И падение поставок вроде бы не отмечается из Тайваня. Сокращения поставок тоже нету. Тайвань не объявлял войну Китаю. Сокращение производства происходит не только в Китае. О своем сокращении производства микрочипов нанесла удар по тайваньскому производству микрочипов. Ходили даже какие-то слухи о том, что произошел взрыв на производстве микрочипов и так далее и тому подобное. Называли самые безумные, причем еще версии, что на Тайване сейчас жарко, засуха, и это вот мешает производству микрочипов. Но Тайвань, он находится в зоне тропического климата, и вообще там всегда жарко, и вряд ли только вот нынешняя жара, она смогла высокотехнологичное производство остановить. Это очень странно. И называются сроки, более того, называются сроки, когда микрочипы вновь должны появиться в промышленности. Это вторая половина 2022 года. Внимание, кто хочет купить какую-то электронику, можете себе представить, что будет твориться до 2022 года. Компьютер, кто хочет купить, или мобильный телефон. Будут ли мобильные телефоны до 2022 года? Будут ли компьютеры, пылесосы и так далее? Это очень большой вопрос. А есть люди, есть эксперты, которые говорят о еще более долгом прогнозе. Это до 2023 года будет перебой с электроникой. Неужели вспышка ковида влияет на производство микрочипов? Вот мы помним в Китае, как только первый шок от пандемии прошел, люди вернулись на заводы, и началось промышленное производство. Кто был в Китае, прекрасно понимает, что никакая пандемия никому не мешала производить. И как только деньги начали заливать в промышленность, их залили 5 триллионов долларов, только кредитных средств в китайскую промышленность, все снова начало производиться. Видимо, деньги имеют целительный эффект для сотрудников в борьбе с ковидом. Вот. И в данном случае мы понимаем, что на Тайване вспышка ковида, особенно с учетом его бывшей нулевой статистики, как-то странно, что она запланирована аж до 2023 года. Конечно, называют причину то, что могла быть какая-то перебой в поставках именно сырья для производства, такие кремниевые пластины, блины так называемые, что их долго выращивать, но на самом деле сбой в производстве был не очень большой в Китае. Сбой производства. На самом деле я не специалист в этой отрасли, и вы можете поправить меня, написать комментарий, если вы занимаетесь электроникой профессионально. Что вы думаете, это будет очень ценно, и в том числе для других подписчиков, зрителей канала. Тем не менее, сбой в производстве автомобильного сектора и смартфонов в Китае был не очень большим. Он длился 2 месяца 2020 года. Это все очень подробно написано в моей новой книге «Китайская власть». Там буквально целая глава о последствиях, детальная по месяцам для всех отраслей промышленности Китая, что произошло. И вот в этой главе очень четко видно, что сбой и в поставках, и во всем остальном он длился несколько месяцев 2020 года. То есть он уже давно преодолен. Сложно сейчас говорить о том, что в 2020 году какие-то последствия влияют на 2021 в производстве. Оно, в принципе, восстановилось в целом под воздействием кредитов. Сейчас, когда в США бушует инфляция, экономика перезалита деньгами, деньги уже уходят из фондового рынка и грозятся вылиться, и уже выливаются, только их малая часть в потребительский сектор, растут цены на продукты, на бензин, на стройматериалы и так далее. Вот именно в этот момент нам пытаются объяснить, что вся мировая промышленность сократит свое производство из-за того, что на маленьком острове Тайвань вспыхнул ковид. И производители микрочипов не могут носить перчатки в своих производственных помещениях, не могут проходить тесты на ковид. И все они полегли, и полный происходит коллапс всемирной промышленности, не только китайской. Самое интересное, что вот это тоже есть отдельная глава в книге,
что именно близкие к этому аналогичные процессы происходили в Китае, в его экономике за месяц до пандемии, в январе 2020 года. Во-первых, в Китае произошел впервые в последнем месяце года, когда обычно происходит пик продаж, я имею в виду китайского года по лунному календарю. 25 января 2020 года был Новый год китайский. Вот в этот месяц, январь, обычно пик продаж, покупки подарков и так далее. Именно в этот месяц китайская продажи автомобилей упали на 20,2%. По сравнению с 2019 годом, с январем. То есть это очень колоссальное падение, особенно учитывая, что это последний месяц года и месяц всплеска. То есть это было очень резкое падение производства автомобилей. Второй момент. Тоже в январе 2020 года было зафиксировано падение производства смартфонов на 8% в Китае. Отгрузок смартфонов. Маститые экономисты объяснили это тем, что Китаю уже не нужны смартфоны, люди больше не покупают смартфонов, не меняют их и так далее. Да, вот 8% упало впервые в истории Китая. Впервые упало производство и отгрузки смартфонов на целых 8% по году. Да. Другой такой показатель очень интересный, это падение в последний месяц китайско-вьетнамской торговли. Это только один из показателей торговых, там есть и другие моменты, другие показатели, которые падали на 25% тоже. Последний месяц года это пик отгрузок, логисты прекрасно это все знают, что я сейчас говорю. Это пик завершения заказов, все переполнено, порты переполнены, а китайско-вьетнамская торговля падает на 26% в этот последний месяц перед китайским Новым годом, или как его во Вьетнаме называют ТЭТ. То есть это только несколько показателей, и по итогу конца этого месяца начинается пандемия, все встает, производства встают, продажи встают, и населению массово объясняют, что это вовсе не кризис спроса, не кризис мировой экономики, не кризис китайской экономики как ее части, а это пандемия. Вот то же самое происходит сейчас, в мае 2021 года. Будем наблюдать, что будет дальше происходить, хотя уже очень многие эксперты говорят, что фондовый рынок просто перезалит деньгами и уже откровенно говорят о том, что будет большой коллапс. Он мог произойти небольшой коллапс в 2020 году, его отсрочили, накачали экономику невиданным по масштабу количеством денег. Все это сейчас пойдет в инфляцию, будет схлопываться, монетарных стимулов больше нет для того, чтобы стимулировать производство. Важный вот этот вот момент, который уже был в Китае перед пандемией. Сейчас нам объясняют то, что глобальный спрос и глобальная экономика не работают, потому что отгрузки очень плохо идут из Тайваня микрочипов. Параллельно, правда, это не мешает мировым крупным игрокам произвести перераспределение производства микрочипов из Тайваня, переносители производства в Европу, в Корею, в Японию, в Соединенные Штаты. Сам Китай наращивает производство собственных микрочипов. То есть, с одной стороны, потребительский спрос не действует. Людям не на что покупать товары производства. Производству нечем отдавать кредиты банкам. Банки подвергаются дефолту. Вот что происходило в 2019 году. То же самое происходит сейчас. Почему? Первое. Во-первых, закончились монетарные стимулы. В Китае они не работают. Я об этом говорил весь прошлый год. Кто там сидел на семинарах, на платных вебинарах, точнее, об этом все было прекрасно сказано, что у Народного банка Китая не будет резервов закрывать одновременно несколько финансовых проблем. Вот эти резервы закончились, монетарные стимулы закончились, соответственно, спрос американский падает в самих Соединенных Штатах. Китайцам не на что покупать эти товары, смартфоны и автомобили. И это может быть реальным объяснением, почему в Китае происходит падение производства. А микрочипы это просто, скажем так, внешняя попытка придать этой истории не экономический характер, а характер форс-мажорных обстоятельств. Почему не экономически придают характер? Потому что если вы знали об этой ситуации, вы ее предвидели. Я имею про всемирные монетарные власти, ФРС, МВФ и так далее.
Если вы эту ситуацию предвидели и вы ее допустили, значит, вы не должны нести ответственность. Никто ответственность нести за это не хочет, хотят в дальнейшем продолжать накачку экономики денег, просто, соответственно, накачивать экономику дополнительной ликвидностью и рассказывать нам о том, что это все кризисы и коллапсы происходят по сторонним обстоятельствам. Ну и, кстати говоря, предыдущий ролик сокращение отгрузки из портов Гуандуна. Сегодня к Шэньчжэньскому порту Янхен добавился Гуанчжоуский порт Наньшань. Соответственно, второй порт заблокирован, уже 60% отгрузок из Гуандуна не идут. Вот будут обосновывать сбоем в доставках, рост инфляции будут обосновывать сбоем в доставках, дефицитом, вспышкой ковида на Тайване и отсутствием микрочипов. Хотя мы все понимаем, что при желании микрочипов можно создать очень много. Ну, китайцы, кстати говоря, и пытаются создавать эту микрочиповую отрасль, промышленность очень активно, пытаясь компенсировать вот эти поведения тайваньских властей, тесно связанных с Демократической партией США. Напомню, что у власти в Тайване находится Демократическая прогрессивная партия, плоть от плоти, свет от света, если можно назвать такой свет, который внутри них, Демократической партии США. Соответственно, действуют по скоординированным программам. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Если вы со мной не согласны, напишите это в комментариях, что вы думаете, действительно ли вспышка коронавируса может повредить производству микрочипов, которые автоматизированы, я думаю, на 2/3. И большое подписывайтесь, рассказывайте друзьям в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте, что вы по этому поводу думаете, что будет дальше с мировой экономикой, повысятся ли цены на бытовую технику в России по итогам всех этих перипетий, вообще останутся ли у нас телефоны, гаджеты в привычном смысле после такого экономического коллапса. Ну и по поводу электронной книги мы заканчиваем бета-версию. Я думаю, что все-таки к 1 июля эта электронная книга появится. Тексты редактируются. И по поводу бумажной книги тоже тираж закончился, второй, печать 3-го тиража займет какое-то время, возможно, несколько месяцев, поэтому кто не успел купить, покупайте сейчас, либо внизу по ссылке в описании ролика, либо на Озоне, Wildberries, и где вам удобно. Спасибо большое.